Нормально, отлично. Там горчинка какая-то чувствуется, так и должно быть или мне мерить? Это именно французская фишка их нет, потому что предыдущим его не было. Да, явно подвигли. У нас цель какая? Попробовать это, чтобы потом пробовать наши и что-то смотреть. Мы вообще вписываемся в какой-то стиль. Кто был французский, этот испанский. Всем привет! Пригласили меня на дегустацию сидра настоящего. Никогда не пробовал настоящий сидр. То, что до этого пробовал, конечно, это все было не то. Попросили прихватить камеру. Я не собирался на самом деле снимать такое мероприятие. Просто посетить, попробовать. Были такие мысли, но не снимать. Но провел голосование на канале. Большинство изъявило желание, чтобы я это дело заснял. 80% против 20%. Поэтому, ну, как получилось, так получилось. Для съемки, конечно, было очень ограниченное пространство. Было довольно сложно снимать. И со звуком, конечно, будут проблемы. Я, конечно, сделал нарезку и оставил более-менее отрывки, которые можно было что-то услышать и понять. Только не пишите в комментариях, что надо было каждому участнику повесить петличку отдельную, чтобы его было слышно. Дегустировать лучше самому, а не с чьих-то слов. Тогда будет более все понятно. Ну, не у всех есть возможность, конечно, посетить такое мероприятие. Довольно на узкую это, конечно, аудиторию, но раз народ захотел, записал, смонтировал, так что смотрите, что получилось. Я думаю, кому-то, в принципе, это будет полезно. Поэтому смотрим, погнали. В брюте может быть и 16 сахара. Предлагаю начать с английского. Это самый сухой, который здесь удалось найти. Ну, по нашей классификации он толстый. Да, и сидры тоже делаются как там просека методом шарма, типа когда. А есть традиционный метод вторичной ферментации в бутылке, да, и так они делятся. Газированное это вот газированное, а игристые это вот те самые. Здесь 4,5 алкоголя. Здесь еще есть полбанки. Все приятнее, чем пиво. Наверное, фильтром все-таки убирается вот это вот дурь. В нашем больше дури всякой в аромате, вот такой вот розженности и... Самая карбонизация чуть-чуть достаточно слабенький такой. Да, вот нету вот этого взрыва, когда берешь... Да, я говорю, не щекочет нет. Да. А сколько градусов он? 4,5. Меньше пива. Оно сразу, видишь, и потом после вкуса сразу такой остаточный сахар. 1 грамм углеводов. Не кислотность такая выделяется. Освежающего нет такого. Прелестный, я бы сказал. Да, потом на языке понимается сахар. Это чистый французский, да? Да. Покажи название, поверни. Нет, так брют это не Ну да, они не делят по сахару, они делят по сочетанию. На это количество кислоты у нас может быть столько сахара. И давайте мы отсюда начнем сразу к концу. То есть на нашей этикетке, контр-этикетке написано... Слушай, ну смотри, это из баночки из жестяной, и все равно как хорошо привляз идет в него. Может, они тоже... Как думаешь, Сережа, они его карбонизировали вот этим вторичным брожением? Вот это игристый уже, да. То есть вот этот? газированный был только Он первый. газированный, да? Но газированный как? Это тоже как в этих самых в танках делают. Типа в акротофорах делают. Это не СО2 это я и спрашиваю. Это карбон в бутылке, да, натуральным способом? Может, французы... Состав сжженное яблочное сусло и красотик. Нам-то что добавлять? Вообще ничего не будет, как ни странно. Да, вообще огонь. Слушай, в этом горчинка какая-то чувствуется, так и должно быть или мне мерить? Это не косточку. Да. Так должно быть? Или... Слушай, такой стиль. У них бывает, что Это именно французская фишка их нет, потому что предыдущим его не было.
ну, вообще такой привкус, как будто бы сена какого-то. Там. Кажется, что, ну да, явно подгнили они яблоки. Ну, Это нормально, да? они же... Это ценится вообще эта горчинка или все-таки нет? Они оставляют их в буртах дозревать до 30 дней. Они сваливают их горой, и 30 дней они там типа довяжут. Получается, это из-за семечки оно дает горечь, или все-таки или что-то еще? Да, может, в принципе, что яблоки уже в такой кондиции, мы бы такие выкинули. Ты понимаешь, они могли просто жесткие такие горькие сорта завести. Или кислые сорта. От сорта, короче, зависит. Да, вот у этих кислоты нет. Значит, они завели. Но терпкости тоже такой. Есть же терпкие. Потом какой-то итог будем подводить вообще вот этому всему, что пробовали? Какой итог? Ну, мнение тебе. У нас цель какая? Попробовать это, чтобы потом попробовать наши и что-то смотреть. Мы вообще вписываемся в какой-то стиль? Или у нас что-то свое? Короче, пробуем сначала как бы заводские, а потом свои. И сравниваем. Все понятно. Срок годности до 28-го. 10 лет. Хранить можно его. Вот этот стоит 26 рублей. В общем, у этого французского у него какое-то послевкусие, что-то типа подсушенных, подвяленных, таких посторонний вкус, я бы сказал. Это испанский. Кто был французский, этот испанский. Это испанский сидр. Испанцы делают так называемые тихие сидры. Но наливают они их оригинально, если видели, я сегодня выкладывал. Да. То есть, ну, как бы, они это делают не так, только вот так и не глядя причем. Высоту вытянутой руки. Я могу показать. Он проливается на пол. У них в Сидере даже на некоторых полы застелены опилками, потому что у них еще обычай последний глоток не допивать, а выливать. Попробуй так сделать, как они. Не, ну давайте мы каким-нибудь попроще. Ну не сильно высоко пускай, но... Кого опилки есть? Ну, Да, ладно. проливается нормально. Нормально, отлично получается. У них 25 Да ладно, ты, наверное, тренировался перед этим. выпивает. Ну скажи, эксперт, мнение свое. Вообще такое должно быть? Я слышу уксус во всем. Дмитрий, это такое должно быть? Летучка. В испанском. Чистый образец, очень чистый, очень приятный, мягкий, полнотелый, с достаточной кислотностью, абсолютно натуральный сидр. А что вы нашли? Так бывает? Ну, Да, уксус. Да, есть такой. Нету здесь. Ты после того французского сидра просто А вы один и тот же налили? Да. Может, это проще может Нет, Короче, это считается нормой, это нормально. Не, Да? мы думали, что бутылки разные может быть. Там же все сахар. Как понюхать хотя бы. Ну, это уже не продукт. Это не искренне, это скорее именно это винодельник. Это ты. Неправильно. Сергей, это скиль именно этой винодельни. От моего завода 12 км еще один завод. Тоже начали доделывать сидр. Но яблоко-то с разных полей, разные дрожжи, Молоко пробуешь? разные технологии, чуть-чуть подбраживания. У кого как. У меня ступенчатые, они сразу сбраживают объем. Поэтому это сидродельня. Значит, вот этот, который листый брожение в бутылке, мы его продаем. Короче, магазин был $2. Ну, чтобы было вам понятно. Обычный газированный $1,8. Демократично. Как пиво. Бутылка, которая 0,75, вот такая бутылка. Бутылка, которая 0,5 под лист пробку. Там тоже газированный, значит, сейчас я переведу. $1.05. Какие сорта яблок, знаете? Ну, если я их сам принимаю. То есть кислые, Шайба, с крысами. кандиль. Нет, не более 5%. Порчи. Крыс нет вообще. Кандиль, айдарет, золотое превосходное, красное превосходное. Там много чего. Короче, в округе порядка 6000 гектар садов. Основное яблоко идет, ну, как бы на продажу. Россияне-то
то вывозят даже сейчас. А я собираю так называемое яблоко-падалица. Да. То есть, когда идет основной сбор, проходит, потом это яблоко ложит как бы в бурты, и сад собрали, его тут же не везут. А в буртах долго стоит? Ну, максимум, что было 5 дней. То есть не 30, как... Не, вы что, ребята. А ко мне только пришло и тут же. То есть у меня даже... Нет, у меня даже... специально держат. Нет, у меня даже... буртуют на 30 дней. Нет, у меня даже на следующий день яблоко не остается. Все вырабатываю. Сегодня пришло и сегодня нет. Максимум. Но они все сладкие яблоки. А Или есть... Кислых нету. Я вот уже сказал тихонечко, у меня проблема с кислотностью не как здесь, что она высокая, а низкая. Если у меня 3, у меня счастье. Но сахара, то есть у меня наоборот самый низкий в этом сезоне был 6,9. Ого. Самый высокий 7,7. Это натуральный сахара с яблока. Ничего себе. Вот такое там Подождите, противостояние. а тройка, это вы сказали по pH? 3 грамма на литр. Это вообще ничего не держит. То есть у меня вот это счастье, тройка. Так 2,5, 2,7 вот в этом пределе. даже не с белорусами. Слушайте, а вот в продажах какой как больше продается? Мальчик или девочка? Могу сказать одно, мы его вот недавно запустили совсем. Там отличие только в том, что мальчик он полусухой, Ну, я про это и 20 говорю, грамм что- на сальтово, а в девочке 55 грамм. Что такое мальчик и девочка? Казахи Там объясните? такая этикетка у них Это сорт. прикольная. Бренд. Этикетка на сидрах. Брендовая Полусухой это имя. мальчик, а сладенькая девочка. А, это сленг такой, типа. Нет, это торговая марка. Так и есть, да? Казахский это сидр называется. Так по продажам в итоге что больше мальчик. они? Девочка. Казахи пьют То есть сладкое. то же самое, что Казахи и пьют сладкое. Всё Сладенькое хотят. потребитель везде одинаковый. На постсоветском пространстве. Да, эстонский сидр, бочковой в коньячных бочках одержали. В коньячных бочках? Да, что-то мне казалось, сколько-то. То же самое, вторичная ферментация добыла, и он с осадочком. Класс. Супер. Гуща, закуска. И тоже, видишь, осадок настолько прессованный, сколько мы ее возили, а ему как бы что? 5,5 алкоголя. У них другая классификация. Другая? Да. Французский тоже. А у них еще и газификация разная. Но здесь 16 грамм остаточного сахара. В этом. Да, хотя брют. Не больше этого пока. А это просто газировка. Здесь 17 грамм остаточного сахара. Но более Антоновка есть. Каких-то бочек не слышно никак. Не, бочек не слышно, согласен. Вот, наверное, она в послевкусии бочка, нет? Нет, так где же написано, что из-под коньяка, что там может слышать? Нет, вот это однозначно получше, конечно. Причем, может, вам не запах должна быть. То есть, просто не знаю, после вкуса чувствую. Побольше денег взять. Хорошо, вот а по эстонскому что вы скажете сейчас? Отличный сидр, классический. Ну вот они совершенно ж разные, абсолютно. Во, Я, честно нормальный говоря, вообще сидр. не, Пошел, вот пошел не нормальный могу сидр. оценить, не понимаю. Но вот этот мне вот больше понравился. Предыдущие, ну как-то... Ты про Эстонию? Да, да. Классический. Мы вам во всяком случае его пить. Предыдущий, ну, немножко другого типа, но тоже отлично. Ну вот хороший. Ну это реально мочеными яблочками такое что-то послевкусие, да. И также есть... Забрать. Хорошо, по каким критериям все-таки? В аромате, да? А вот горечь, которая была там в каком... во французском? Нет, во втором была. Вот эта горечь, это норма? Возможно, это аптечный А, так А все-таки... может быть, это стиль Ну и так. Короче, можно испоганить и свалить на стиле, в принципе, будет круто. Я возьму, набодяжу... Был такой случай, но это касаемо винограда, кстати. Ага. Нет, молодые Те же самые ребята, не виноделы, купили старый-то виноградник в Испании. И когда его приводили в порядок, обнаружили амфору на 200 декалитров. Они туда положили виноград и забрали на 3 года. Просто тупо забыли. Потом, когда они его оттуда вытащили, вспомнили, попробовали, по вкусу оказался почти уксус.
Они разлили в бутылки, да, и там такой мужик в шляпе с перекушенным лицом. В Казахстане с американцами сейчас впихивают 28 бутылок, 28 евро за бутылку. Ну, фанты задали. Они сказали, что это новый стиль, высокотонный, высокотонный. Короче, главное красиво преподнести. Сказать, что так задумано, это новый 28 стиль. евро из бутылки. Если брать классические дегустаторы, они бы сказали, что это брак. Привезли из Украины. Ну, типа крафтовый, типа всего литр наливаем Это аккуратно. не домашний или домашний. У них много крафтовых пивоварня же, да, бригада делает. То есть они А, это небольшое производство, да. типа часто. Делают пиво, делают и сидр. А вот мне этот вообще нравится. Аромат. Сладенький, вкусненький. О, И не- потребитель! Никаких, ни горечи, ничего. Сережа привез из Украины. Вот, кстати, похоже что-то, да. Ледовый, да. У него что-то такое. Вот как по мне, так, наверное, ну, блин, родной вкус. Кому еще понравился? Ты говорил, вода, сахар, кислота. Да, ну ты что? Я так понимаю, эксперт не оценил. Эксперты вы. Мы тут все ботаники. Если Ну. все пить, так потом, знаешь, а где у вас Ну направление? хорошо, вот этот. А тут недалеко. Честно. Компот, отлично. Я люблю компот. Не сидр. Он даже язык не Не соответствует. Все, я понял. Это сидр 18-го года. Это из своих яблок. Да, да, это чисто яблоки, никаких ни сахара там не будет. В любом случае. Свои, не покупные, свои яблоки. А где участок? В общем, Это в районе Минская область. Сокола, в ту сторону. Короче, белорусские яблочки и белорусский сидр. Домашний. Все по заводскому. А сколько грамм сахара было карбонизировано? Карбонизацию сколько грамм? Давай позвоним. Давай позвоним. Осадок меньше болтать. Я 12. Я считаю, что ничуть не... Нет, так я же говорю, то есть тут ничего страшного нет. Мне тут понравился? Зашел? Сейчас прожую. Серега, зацени, что там. Или ты тоже пока прожуешь? Боря, дружище, доброго тебе здоровья. 24 человека передают тебе большой-большой привет на громкой связи. Помнишь, ты мне презентовал сидр? Борь, вот мы сейчас его дегустировали, да? Ну, респект и уважуха. Вот, поэтому, да, хлопаем, ребят. Борисского круга, скорейшего выздоровления. А то, хоть загар посмотрим, какой там это самое. Боря, еще раз вопрос такой народ задает. А ты карбонизацию прям бутылки делаешь, сколько на литр сахар даешь? Ну, я же говорил, что у него склероз, а вы не верим, не верим. Ты мне скажи, а какими дрожжами ты сбраживал? Значит, протил вообще не запаривался. Значит, Само. и с флевером, и белорусскими фирмами, вот только спиртовыми. Короче, чем Бог послал, да? Специально и сухими. То есть никаких этих самых таких сырых я не использую. Ну, ты же знаешь, я по холодку все это делал, оно у меня до ноября месяца стояло на медленном дрожже. А, в подвале, да? Что? Ну, в под... Ну, в ноябре и так холодно. Чего в подвале? Народ смеется, говорит, в ноябре и так холодно. Ну так я говорю, на медленном брожении, я тот самый сентябрь его делал где-то, первый этот холодос дал, а на сито попозже сквозь меня. С мезгой или чистый Он сок? отстаивался, Настаивал. уже холодновато. С мезгой или чистый сок настаивал? Ну, ясно. Добренько, Борь, хорошо. Дай Бог тебе еще раз здоровья, спасибо. Вот. Все, передаю. Это твое уже пошло, да? Нормально. Вот. Все как положено. Не опускай. Не опускай. А ты сколько сахара сюда давал? Десятка.
Подожди, а как у нас за... Чуть-чуть, да. Буквально 1-2 бокальчика. И Мангрув М03 и наши 71Б лолвиновские. Мы пробовали его где-то год назад, тут больше тогда собирались. 71-е вот из этой тройки не понравились больше всего. Ну, поскольку в яблочном вине фактически только яблочная кислота, и 71-е столько ее сожрали, что он стал просто неинтересным. Да. В погребе хранился, Сергей, у тебя тоже в погребе? Да. Я Сергею бутылочку давал, но он ее, я-то не стирал, а он аккуратно все стер. И бумажечку с дрожжами, естественно, тоже. Поэтому у него даже интересно, на каких вот, такие же или другие. Да, перляж очень интенсивный. Попробуй сказать что-нибудь плохое, да? Сразу пород. Не, у нас уже... Так, только по чесноку давайте, на самом деле. Полтора года, как мы договорились говорить только по чесноку. Я пошел к эксперту, короче. Все, я понял. Не-не-не, на самом деле, да, некоторые обижаются, не будем показывать пальцем, но мы действительно договорились по винам и по вообще по нашим напиткам говорить правду. Ну, это нормально. Прогресса никакого не будет. Да. И поэтому иногда это правда мягко сказано, иногда прямо вот так в лоб, но... Но чаще мягко. Да, но правда. Просто вкусе, может, есть чуть-чуть дрожжевое. Но яблочко хорошо такое идет. И такая пикантная горчинка такая интересная. Стоимость такого сидра, такого вкуса в ресторанах Алматы порядка 10 баксов за бутылку. А он такой бедный! Зачем я? Если вы, наверное, знаете, здесь была Ольга, рестораны «Винный шкаф». Вот она сейчас открыла в Алмате 2 ресторана. Там очень проталкивает именно сидры и фруктовые вина, как родом отсюда, сама здесь. Очень казахи уже подсаживаются там. Реально. То есть, если туда направляетесь, если что? Лучше тогда в угол. Ну класс. Дымочек. Какие-то осколки дрожжей. Так, это тоже из белорусских яблок, белорусский сидр, домашний. Сережа, я попрошу, мне просто понравилось. Кстати, да, что-то от белого налива здесь. Там память победителю. Это тот самый, Да, который... это тот сидр, который ты сказал поставь, пускай он стоит. И я вот из резерва жены вот вырвал, извините, видишь, не поцарапанный ничего, но спина побита. Вот, литр все-таки урвал. Вот, поэтому... Нашей бутылкой что-то не так. Еще ауксис пойдет на это. Нет, я вытерю, да. Вот, с нашей бутылкой что-то не так. Вот Во-первых, тут какие-то хлопья да. всплыли. Ну вот я их слил. Во-вторых, совершенно, Сергей, не тот вкус, который ты как давал. Что-то конкретно. Давайте поменяемся, сравним со второй бутылкой. У тебя со второй бутылки? Да, у меня вторая бутылка. А, без хлопьев, нормально. Ну, немножко, да. Пробка плохо держала. Он даже и Ну, кстати, в бутыльных есть такая проблема, подсыхает бутылезиночка, они, вообще какая-то прикольная пошла, такое даже не видел. пропариваю паром. То есть беру парогенератор, трубку, вставляю, и она пропаривается. И все. Потом это самое, остывает холодной водой с артезианской и на разлив. И все. Какой 19-й год? Да. Ну, Валер, ты зря расстраивался. Нормально он прозрачный сидр. Не, он не прозрачный, я ж вижу. Очень яблочный, да. Вот прямо насыщенный яблочный. Дома мы, конечно, нашли способ, чтобы употреблять его вот, без проблем каких-то. Ставите бутылку в морозилку на лед прямо, осадок замораживается, и все, открываешь и пьешь. У тебя, Валерик, испанский стиль. Смотри, какой. Бутылки разные. У нас важная компания. С душком. Никита, и тебе, что в аромате? Не яблоки? Не, в аромате уксуса нет. У нас это... Ну, во вкусе есть. А я французский получился. Ну, типа того, да. Только это... Французский или испанский? Испанский. Ну как задушка здесь. Испанский. Нет, Не задушка. Вкус чистый. Нет, ну кислотно здесь, не
неправильно. Она начинает просто поддирать. Да, начинает уже здесь. Это не уксусный. А какая? Это родная яблока. Это яблочная не такая кислая. Неправильно. Это пицца, говорят, пиццу не несите. Серега, это заводской какой-то или что это? Это мой. Это еще один? Другой. Это 20-й год мы уже начинаем. А тот был 19. Тот был 19. Это мой 20-го года. Дрожжи с сайта Винороб Cross Evolution. Дмитрий, скажите, какие у вас емкости по объем емкости, который сбраживаете? От 1500 до Первый раз и делали тогда нашу чего. 1500 и до 6000. А Какой процент указываете? указываете брак на перегон? Ну, сколько у вас? В этом году 380 тонн. 380 тонн из общего объема сколько? Я так не скажу. В прошлом году я не делал, я взял и 380 тонн. Не-не-не. Оно не то, что четвертая часть. Ну, я просто понимаю, мне надо только слив. В первую очередь идет то, что не кондиция, а потом смешно. У меня пропорции 1200 литров. Из 1200 литров 380 литров пошло на сидор, остальное на перегон. Обратно. Сергей, летучка здесь уже. Мы словили в большом бокале. А в маленьком нет? А в маленьком нету, я не нашел. Почему? В маленьком тоже появился. Да мне из большого. Это бактерия, ребята, я вам сразу говорю, очень опасная штука. Да-да-да. В большом Кислая, в смысле, ты имеешь, да? Не, в ароматике лак появляется. Не, нифига их в большом нету, они гонят. Не, есть, она только начинает... Помнишь, я тебе говорил, как я МБ бактерию запустил? Вы помните, я вам рассказывал историю? Вот такая ароматика. Это последствия ЕМБ, ты думаешь? У меня. А может быть опять бутылки разные? Не твоя фамилия? Нет, Какие-то дрожжи много. Немножко очень издалека во вкусе уксус. Ну так прямо Я про ароматику говорю. Кем бы ты определилась, если ты не сказал? Во вкусе я не пробовал. Может, это специфика Cross Evolution? Сейчас узнаем. Вы знаете что? Пробка держит, но недолго. То есть, в принципе, к концу года вот такая пробка, если ее там силиконом или сургучом не залить, она в итоге вычухается. Слабенький газик. Нет, газики уйдут. Я вам скажу про вот эту, это же нашего винороба пробка, да? Она, я сравнивал на розовом за год, да? Короче, оно розовое в стекле, и розовое мы запечатали в пластик по ходу. Так розовое в стекле ушло в цвете, вот в такой вот рыжий кирпич, да, ну в разы. То есть оно и просто На этой пробке? ушла розовость, да, доступ кислорода, да, это очисление. Через эту пробку фигачил кислород в разы больше, чем закрытая пластмассовая такая пробка. Так, это питный мед, да? И прям, нет, это яблоко, это яблочный сидр, но очень хороший сидр. И ты посмотри, Мед мы в конце и цвет, будем, в самом конце. Это... аромат просто потрясающий. Да, как свежий сок аромат. Миша, как рассказывай, как ты делал? Первый раз. Вот. Ароматик такой хороший, да? Мне опять по аромату идет вяленое яблоко. А у меня уже свежее яблоко идет. Машинка это соковыжималка. Сок отдельно, жмыхи отдельно. Жмыхи чуть-чуть водичкой. Сутки постояли, жмыхи отжал. Сок с осадка, что за сутки упал осадок, слил. И вот этот сок, который со жмыхов выдавил, вот сейчас залил обратно. Опять за сутки это все осветлилось, и вот за сутки. Потом только слил ферментисы, эти вот эти вот. Вот у него, когда он делает на этой соковыжималке, у него автоматически этот фермент размножается и идет пена. Миша, такая серая пена сверху образовывается. Вот это этот, ну, Я ее снимал. Никогда не думал, что пластик пропускает газы. Да. Смотри, да. Пластик. Травила. Так, Олег, это твое, да? Коричневый. Олег, пластик пропускает воздух. Это последняя бутылка, я ее не пробовал уже. То есть не знаю, что это. Принес последнюю.
чисто антинамтей. Терпкий? Я просто Андрей не понял. Нет, он не терпкий. Батюшка завел, он там Умеренно там. по сроку зимний. Он какой-то желтенький, эти были предыдущие такие посветлее. Пожалуйста, аккуратненько. Олег, это от сорта зависит, что он у тебя более желтый? В мезге ничего не было. Сок сразу на 118 дрожжах стал работать. Все натурально. Нету ни пиросульфита, ничего. Вот Филипс выжимал. Мезга в одну сторону, в другую. Вот. А, это чисто из сока, да? Вот такая же херня, как у Миши. То можно использовать покупной фермент, ПМЕ. Да. Пектин, метил, эстераза, как-то он там называется, и мел. То есть, когда сок отжали, добавляется туда... точную инструкцию сейчас не воспроизведу, немного волнуюсь, никого не знаю. Но смысл в чем, что образуется коричневая шляпа в соке. Да, вот у И них образовалось. примерно на 10-й день начинается брожение, медленно, оно поднимает эту шляпу вверх. Нужно подождать и снять все с осадка. И То есть- после этого никаких дрожжей не добавляют. Нет, можно бродить на диких, можно бродить... нет, дрожжи не нужно добавлять, потому что они съедят весь сахар, в любом случае. Да. культурные. А дикие, они будут медленно-медленно работать и помрут, оставят достаточно. Нет, так а цель какая? Лишить дрожжи... В смысле полусладкий получить полусладкий сидр. Этот фермент сжирает все питание, кроме сахара, Да, и азот дрожжи удаляется, не получают питание, да, сахара не могут есть, но у них нет азота, у них нет аминокислоты, они не могут размножаться, Красиво, слушай. А ты запускал брожение в бутылке, Игорь? Игорь, а картинку сам придумал? Да нет, Сними. Пузырьки классные. Видно или нет? Или где-то на темном поставил? Нормально. да. Я туда добавил буквально там процентов 5 по объему красного вина. Для цвета, но оно, как видите, нифига. Груши нифига. Груши? Почему груши? Нет там груши. Но такого яблока, как было прежде, тоже нет. Тоже фреш получается. Тоже сухопрудным каким-то немножко дает. Не, я вот Леш, как это называется еще раз? Короче, это 70% яблок, 30% вишни. Да, еще мне. Мы сбраживали отдельно яблоко и вишню, а потом уже когда я карбонизировал, разливал по бутылкам, мы долго экспериментировали. Мы его как чистое вино выпили литров 10, пока поняли, как мешать. Так это вообще эксперимент просто был. Да. 1118, да, я вишня без дрожжи, вишню я просто с мезгой, как виноград красный. У меня собираемся, мы начали варить эти напитки, то есть мы варим его для стерилизации, чтобы не было каких-то диких культур. Потом, после того, как или сами охлаждаем, или оно естественно охлаждается, добавляем дрожжи. Вот здесь дрожжи ловил, по-моему, 47-е. Малину добавил в конце, в середине где-то июля, нет, в конце, наверное, июля. Вот, я забутылировал. Вот. Ну и вот такой напиток получился. Изначально он был красный. Что значит на меду вишню? То есть вишневый сок и туда добавили мед. В медовуху, в питный мед? Да, где-то процентов 8. Малину Этого ягоду. количества. Малину ягоду или лосок? Нет. На финале медовуха. Медовуха с газиками. А перед этим был питный мед, а это медовуха. Разница? Никакой. Никакой. Название. Только тут с газиками, там без. Разница только будет в индивидуальном подходе наименования. Ну и в философии, естественно. Начальная плотность там 16-18 вот, кипятится, в смысле, чтобы убить эти консерванты в меду. Потом бродит очень долго, там, на какие на 2, на 11-18, как правило. Но вот последние поставили без кипячения мед и завелись на вот этих медовушных
дрожжах, без Который кипячения. смердил вот Да. Ну, я говорю, очень долго бродит. 2-3 месяца. Все, потом по технологии сидра. Так он и на сидр похож, здесь ничего такого медового нет. Ну, Не, в аромате ты хлебнул его после питного меда, поэтому у тебя... Да, там планка, там во всем планка. Ну, абсолютно разные. Вот надо было в обратном порядке. Да. Потому что сахар уже перебивается. Да. И пицца хочешь. реально, Артурчик в этом самом на Армтеке в Платве есть прямой магазин. Купил этот... Я тебе скажу, очень подобно на пиво. Сразу вот эти вот... Все, народ, кому видео было полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, пока.